Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я хочу научить тебя рисовать веточку с листочками акварелью по-мокрому. Ну что, начнем. Для начала мы нарисуем эскиз нашей веточки на рабочей поверхности, на нашем листочке. Рисуем хаотично, как тебе нравится. Ты можешь посмотреть, как я рисую. Единственный момент, который я хочу уточнить, что для работы с акварелью нам нужно рисовать очень тоненькими линиями. И если у тебя что-то не получилось, хорошо подотри, чтобы у тебя остались чистые тонкие линии. Это нужно для того, чтобы у нас не пролегал эскиз под акварелью. Ну вот, я почти нарисовала наш эскиз. Добавлю еще вот здесь листочек и вот здесь. Вот готов эскиз карандашом. Теперь я беру вот такую кисточку и полностью смачиваю наш листочек водой. Вот таким образом смочу его с обоих сторон. Сначала с лицевой, затем я переверну и то же самое сделаю с изнаночной стороны. Это нам нужно для того, чтобы краска ложилась по бумаге хорошо, и чтобы бумагу не крутила, мы обрабатываем ее с двух сторон. Поэтому лучше всего для работы использовать какую-то пластиковую поверхность, ту, на которой у тебя не испортит вода. Вот так. Теперь я сверху по лицу вот так вот приглаживаю наш листочек. Он у меня прилип к поверхности. И еще я его закреплю малярным скотчем, кусочками малярного скотча. Ну что, начнем работу. Я заготовила себе вот так вот в палитре разведенные акварельные краски. Для этого я беру воду и развожу нужные мне цвета: охра, красный, голубой, зеленый, водичкой. И начинаю работать. Я беру охру и заливаю листочек. Теперь я беру синий и вливаю сюда, в эту охру, синего цвета. Работаю очень аккуратно, не торопясь. Вот так смешиваю краски. Добавлю сюда потемнее цвет, понасыщеннее. Вот так у меня получилось. Я оставлю пока этот листочек, буду работать со следующим. Снова беру разведенную охру. Хочу добавить теперь красного цвета. И вот так вот добавляю, вливаю красный. Но это не красный, этот цвет называется кармин. И дальше вливаю голубой. Сейчас у меня красочки между собой смешаются и получится очень нежный переход. Добавлю сюда чуть-чуть капельку синего потемнее. Синий у меня тут размешан с чуть-чуть добавлено черного. Так как акварель, когда высыхает, теряет насыщенность, поэтому не бойся брать прям яркие цвета. Заливаю следующий листочек. Вот так вот розовым. Добавлю теперь зеленого. Всегда нужно иметь при работе с акварелью под рукой тряпочку, для того, чтобы можно было промокнуть кисточку. Вот так я добавила синего. Вот такие листочки у меня уже получились. Работаем дальше. Следующий листочек заливаю вверху охрой. Беру зеленый на кисточке. И вот так их смешиваю. Кисточка у меня с острым концом. Посмотри, как краски затекают друг в друга. При высыхании такая техника дает очень плавные, красивые разводы. Сделаю чуть поострее кончик листика и добавлю туда цвета. Вот так.
Возьму розовый. Нарисую стебелек немножко, чтобы у меня смешалась также краска и на стебельке, чтобы был более сложный цвет. Только не надо мешать в раз в одну тоненькую линию очень много красок, иначе получится непонятный цвет. Вот так. Я работаю в основном острым кончиком. И вот сюда на кончик листика добавлю немножко темного цвета. Добавлю темного вот сюда, чтобы разбежалась по стволу темная краска. А вот сюда добавлю розовый. Вот так. Очень красиво смешиваются краски. Возьму зеленый. Залью листочек полностью зеленым. А вот сюда добавлю темный цвет. Синий смешанный с черным. Возьму розовый, следующий лепесточек буду рисовать розовым. Полностью затонирую его розовым. И соседний листочек тоже затонирую розовым цветом. Теперь высушу кисточку и волью сюда вот так вот у основания листочка голубой. Растягиваю этим же голубым до следующего листочка. Делаю кончик остреньким. И вот так капаю темного цвета на основание листочка. Капну на ствол также. Добавлю чуть-чуть зеленого. Зеленый осветлил мне темно-синий. И вот таким разводом поплыл вниз к голубому. Этот листочек затонирую зеленым. Чуть-чуть на кончик хочу добавить темной красочки. И вот так добавляю здесь темной краски.
Этот сделаю розовым. Руку я стараюсь держать чуть на весу, чтобы не размазать то, что я уже нарисовала, потому что у нас краска с большим количеством воды, и случайное неловкое движение, и все будет размазано. Поэтому нужно рисовать аккуратно. Выливаю голубой. Все достаточно просто. Если ты боишься, не мешая столько цветов, попробуй взять 2 только. И попробуй листики вот так вот сделать с 2 цветами. Ну или с 3 максимум. Обязательно нужен темный цвет один, следующий на тон посветлее и самый светлый, для того, чтобы видно было переходы. Беру охру. И закрашиваю последний листок. Также вливаю в него темно-синий цвет. Темно-синим же цветом закрашиваю стебелек, веточку, на которой держатся у нас листики. Делаю вот такой скошенный острый край. И добавлю капельку розового вот сюда. Хочу добавить немножко темного вот в этот листочек. И вот так вот распределяю. Сделаю кончики листочков поострее, там, где необходимо. Делаю это либо чистой кисточкой, либо тем цветом, которым у меня был уже изначально сделан листочек. Добавляю насыщенности розовому цвету. Здесь добавлю охры побольше. Хочется мне сделать край потемнее у этого листочка. И вот таким образом я добавляю цвет. Добавлю сюда также немножко темного. Ну вот, этого достаточно. Вот такая у меня веточка получилась. Сейчас она выглядит вот так вот, со свежей мокрой краской. Теперь необходимо дать этой краске полностью просохнуть. Лишний раз не беспокоить, оставить так, как есть, иначе краски смешаются сильно и получится грязь. Даем полностью высохнуть на том же месте, на котором мы рисовали. Вот так красиво все это выглядит в мокром виде. Ну а вот так выглядит это в сухом виде. Я надеюсь, у тебя тоже получился отличная веточка с листочками. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Приходи к нам учиться.